Широчайший ассортимент сборных масштабных моделей и всевозможных дополнений для создания конверсии диорам от знаменитых мировых производителей, а также модельная химия и инструменты для моделистов. Все это вы можете приобрести по разумным ценам в магазине «Русский масштаб». «Русский масштаб» – самый большой ассортимент в России, новинки каждый день. Здесь вы можете найти то, что не купите больше нигде. Ссылка на магазин в описании к видео. Всем привет, дорогие друзья, рад вас вновь приветствовать на канале Коробочка ТВ. Сегодня у нас распаковка посылки с модельным барахлишкой. Сегодня был последний день хранения посылки на почте, я успел ее забрать. И сейчас мы распакуем ее. Немножко проголодался, пока бегал за посылкой, пока бегал по делам. Решил перекусить параллельно вот такими баггетсами. Ну ладно, ролик не об этом. Начинаем распаковку. Посылка из магазина Arma Models. Моделистам он известен. Это не реклама магазина. Это распаковка. Как бы к ней подступиться? Ага. Подступиться при желании можно к любому делу. Пам-пам-пам. Так, я ее уберу вниз. Он тут закрывает весь кадр. Буду доставать содержимое. Это у нас Modelite, скульптурный материал, шпаклевка, клей. Modelite базовый, там их несколько видов. Передаю большой привет Сане с канала Моделист 762. Это он меня сподвиг на покупку данного материала. Будем тестировать. Это двухкомпонентный эпоксидный пластилин для лепки и моделирования. Он застывает. Кстати, проходите на канал Моделист 762. Он делает там замечательные штучки модельные. Просто вы будете в шоке. И последнее время вот он делает из вот этого материала. Двухкомпонентного эпоксидного пластилина. То есть можно какие-то дополнения вылепить при наличии каких-то навыков скульптора, ну базовых, ну для начала там тот же танчик украсить, модель танка там, или для диорамы что-то сделать дополнительное. Ну, попробуем, протестируем, пока покажу на канале, расскажу. Вот так вот. Я, честно говоря, уже и подзабыл, что я там заказывал. Вот. Сейчас достаю сюрпризы. Вот этот я порекомендую, вот эту штучку. Разбавитель. Испания. Офигенная вещь. Я уже второй раз заказываю в армии. В общем, разбавляет Эмамик, AK Interactive, все испанские краски, Валехо. Офигенно, я доволен, короче, им пользовался уже. Он начал подходить, как говорится, к концу у меня. Вот я заказал еще. Качественный продукт на самом деле. Проверено Коробочкой ТВ. Заканчивался тоже у меня. Грунтовочка заканчивалась. Вот заказал. 3-е поколение. Олив Дреп. Грязно-оливковый, да, получается. Новая формула.
Я вот заказывал ваншот, а это вот уже третье поколение такой какой-то. Новая формула. Будем тестировать. А, прошу прощения, это от AK Interactive. А ваншот это от Emamic. Вот от AK я еще не пробовал. Ну, попробуем. Такая вот. Сколько тут миллилитров? 100 миллилитров. Ну, в принципе, хватает. У меня уже были такие по 100 миллилитров. Только вот ваншот. Ну, на много моделей хватает. На модели у меня... Ну, на 4-5 моделей точно хватает. 35-го масштаба. Хорошая штучка. Наконец-то. Наконец-то. Я заменю свой старый модельный нож. Потому что... Сейчас объясню, почему что. Я как-то в одном из обзоров, тоже распаковок посылок, закупил вот такой мачете, но он что-то мне не зашел, честно говоря. Не очень. И вот в памяти о томиевском дизайнерском ноже, конечно, оставила хороший отпечаток, позитивный. Он уже старый, он со мной, ну, я не знаю, очень много лет. Many years ago. Ну, классный инструмент. И наконец-то я нашел его с дополнительными лезвиями. Вот взял Tamiya дизайнерский нож. Надеюсь, он мне также прослужит столько лет. Японский. С дополнительными лезвиями. Очень я доволен этой покупкой. Прям я, вожделел его. Ну, моделисты меня поймут. Еще раз прошу прощения за то, что перекусываю тут. Пойдем дальше. Дальше тут какая-то, думал, что там краска, там обвертка. Пау. Накидываем ее. Какая-то пустая коробочка пошла. Все. Все, ребята, сейчас будет обзор основного содержимого посылки. А то я уже и позабыл, что у меня там. Честно говоря, сейчас. Секунду. Вот закупил я вот такую модельку. Маус от Звезды. Это довольно новая модель у них. 72 масштаб. Это у меня как единорог. Все, не могу я приобрести модель Мауса. Наконец-то вот приобрел. В 72-м, правда. Хотел в 35-м. В 35-м у меня только Маусхен от Такома. И все тоже хотел от Такома взять маус. То его нет в наличии, то меня нет дома, то денег нет в тот момент, когда он есть в продаже, то еще какая-нибудь херобора. Вот он в сборке. Написано, что сборка без клея. Интересно. Посмотрим. 72 масштаб и без клея. 91 деталь. 91 деталь. 14 сантиметров в длину. Изготовлено апрель 22 года. Ну, довольно-таки свежая модель. Но это интересно, что сборка без клея. Что-то внимания не обратил, когда заказывал. Давайте сразу глянем, что там внутри. Микрофону бедному достается. Не получается он сходу распаковать. Так, что же у нас приготовила нам Звезда? Звезда нам приготовила, как всегда, все черно-белая инструкция.
пошаговая сборка. Все. Один разворот и все. И финиш. Модель простая. Но дальше будет больше. Схемы камуфлирования. Схема. Точнее, дана одна только схема. Ну, фантазия нет предела. Можно покрасить, как нам заблагорассудится. Это такая модель тоже. В принципе, она была, конечно, построена. Там, по-моему, 2 прототипа было. 2 образца построено. Но все равно для моделистов нет препятствий, для фантазий. Вот такие вот декали звездовские. И 2 литниковые рамки. 2 литниковые рамки. Гусеницы, по-моему, резиновые, что ли. При сборке там разберемся. 72 масштаб. Вот захотелось, приспичило. Вот, может, возьму с собой на пароход. Буду собирать на пароходе. Ладно, потом за кадром это все уберу. Такая вот модель сверхтяжелого танка Маус. Маус. Что в переводе означает мышь. Мышь. А вот смоляные дополнения к этой модели. Обвесы. Походу на 3D принтере распечатаны. Уже смотрю, это решетка тут. Решетка, обрешетка. То есть там зенитная установка, которую можно установить на маус. Если вам видно. Ну, это все убирается. Это получается при 3D принтинге, да, получается вот это литниковая, как говорится, типа облой, грубо говоря. И тут еще куча всяких обвесов тоже так же. Всякие обвесы. Потом будем разбираться еще, что к чему. Тут, по-моему, Голиаф, он, если видно. Типа дистанционной мины вот этой гусеничной немецкой. По-моему, Голиаф называлась. Ну, поправить, если не прав. Ну и всякая мелочевка. Там, по-моему, типа этих... Такие мостки, по-моему, по бортам башни там идут. Там. Или по бортам корпуса, по-моему, там. Ну, не знаю, посмотрим. Вот такие 3D дополнения, зенитка, там еще мелочевка там надо. Я уже не помню, что там заказывал уже. Больше месяца прошло. Такая вот посылочка небольшая. Будем разбираться, будем собирать. А вы подписывайтесь на телеграм-канал, если вы новый зритель. Да и старым советую подписаться. Там я выкладываю фотографии сборок, покрасок. В общем, то, чего нет в ютубе. Ну и так из своей жизни. Какие-то передвижения свои, какие-то новости выкладываю там. Всем, чтобы стыки стыковались. Чтобы аппетит был хороший. Инструмент подходящий. Точнее, вот это надо продемонстрировать. И, конечно, интересных моделей. Все, до скорых встреч, друзья. Всего доброго.